Иду сейчас на Голландский мост, пробую там буду рыбку в лаваше. Я заметил, в Стамбуле реально гостеприимные люди. Мы плывем по центральной реке Стамбула. Строительство мечети длилось 7 лет и было завершено в 1616 году. Of course, на связи Влади Корс. В этом полномасштабном ролике я вам покажу полную часть турецкой культуры, покажу город Стамбул, несколько достопримечательностей, такие как, например, мечеть Святой Софии, мечеть Нур-Султана. Мы покушаем с вами на Голландском мосту рыбку в лаваше, посмотрите турецкий кальян, сколько это все стоит и с чем это естся. Всем приятного просмотра! В общем, нахожусь сейчас на центральной улице Стекляль. Погода вообще обалденная просто. Сейчас иду на самой главной достопримечательности. Это площадь Султан Ахмед. Вот, это по улице Стекляль. Также Булбу мечеть. Вот. Мне выписали список. В общем, сейчас будем смотреть окрестности города. В общем, пришел попробовать бублик турецкий. Сейчас попробуем вот такой вот интересный. Попробую этот бублик. Ну, ребят, на любителя, честно, на любителя. Твердая снаружи, внутри мягкая. Достаточно прям это. Жестковато. То есть надо чем-то запивать в идеале. Я встретил тут русскоговорящих людей с Сочи. В общем, они живут 2 дня в Стамбуле. Сейчас они мне подсказали, как пройти. В общем, иду сейчас на Голландский мост, пробую там буду рыбку в лаваше. Много раз видел у ютуберов Стаса, Супер Стаса или Макса Брента, что они пробуют эту рыбку. В общем, в лаваше. Надо будет попробовать обязательно, ребят. В общем, иду туда, на Голландский мост. Все, ребят, сейчас нахожусь на Голландском мосту. Взял баночку спрайта, которую в России не достанешь. Кстати, рыбаки рыбу ловят, и продается как раз рыба в лаваше, которую я давно хотел взять. Неважно, холодно там или жарко, кто куда, я на рыбалку. Тут очень, на самом деле, много рыбаков вообще на этом мосту. Египетский базар. Самое центральное место. Этот египетский рынок считается второй по величине после Гранд-базара. Здесь находится около 80 магазинов. Район называется Эминьоню. Вот. Самый крупный рынок, топ-2. Вот. Находится в старой части Стамбула. То есть это считается старая часть Стамбула. После моста голландского. Здесь очень много забегалов, очень много рыбы в лаваше. Надо, думаю, купить пару сувенирчиков для Кирилла, своего друга. И, возможно, для родителей что-то тоже присмотреть. Купили
В общем, это необычное место, как я видел многие блогеры. Смотрите, смотрите, смотрите. Ой-ой-ой. Да что ж ты делаешь-то? Вот это поворот! Video. Salla. Yes. Oba. Thank you. В общем, ребят, это нечто. Отдал я за это мороженое 150 лир, на рубли это где-то 450 рублей. Взял себе микс. Надо мной успели поиздеваться. В общем, все сюда, на египетский базар, за этим мега-мороженым. Оно, кстати, очень интересно кусается. То есть оно как будто тянется, как пластилин, если честно. А это, друзья, новая мечеть. Йони Джами. С турецкого, что в переводе мечеть Валида Султана. Официальное название — одна из больших мечетей Стамбула. Она расположена, кстати, здесь в старой части Стамбула, одноименной площади в районе Миньоню, где, кстати, я как раз ел мороженое, собственно говоря, вот, после Голландского моста. Сама история строительства началась в 1597 году приказа Софии Султана, жены султана Мурада III. Архитектором был выбран ученик великого Сиада Дауд Ага. Вот. В общем, эта мечеть уже более 400 лет. Хотя считается она одна из самых молодых, самых современных. Еще я заметил такую тенденцию, то что в эти мечети церкви нельзя попасть позже, чем там час-два с утра почему-то. В основном все приходят днем, уже народ, то есть контингент другой. Я не знаю, с чем это связано на самом деле. А это, как я понял, это мавзолей у них центральный, в Старом Стамбуле находится. Я так понимаю, ему намного больше лет, чем той мечети Валида. Очень необычное место, со старыми решетками. Да, все правильно, я понял, это мавзолей Валида Султана, значит, получается. То есть, как у нас есть Ленина в Москве, то же самое здесь. Фати, Чукер, Зервете, Каралидир. Да, мавзолей. Я, кстати, пока в отеле тусуюсь, я выучил несколько турецких слов. Уже научился прощаться, желать хорошего дня. Вот. Ильф Гюндер. Это значит хорошего дня. Вот. Или если Химал, по-моему, мужчина. Химал, как-то Хема. Да что ты, черт побери, такое несешь? В общем, это язык своеобразный. Это, кстати, у них тоже национальное блюдо, я так понимаю. Везде продается орехи и кукуруза. Орехи, если не ошибаюсь, фундук жареный. Вот, говорят, вообще на самом деле на любителя. Я попозже подойду, пока кушать не хочу. Я заметил, в Стамбуле реально гостеприимные люди. Я кому не подхожу, везде эмоции такие, радость. Прям это как его.
Я вот думаю взять фрукты себе какие-нибудь, попробовать там гранаты. Все-таки египетский базар, кстати, центральное место. В общем, ребят, кальяны здесь стоят 5000 лир. Это в переводе на наши деньги где-то в районе 15-17 тысяч рублей. Кальяны здесь курят не так часто, я заметил, как у нас в России. Видимо, у нас в России какая-то тенденция распространенная, если честно. Тут гоняют, кстати, везде на мотиках вообще прям. Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Вообще похую. По вот этим переулкам. Вот есть такие переулки, вот, типа таких вот. И там постоянно гоняют на мотиках. Я не знаю, как тут людей не сбивают, но это, правда, какой-то кринж, если честно, вообще конкретный. Вот. Я даже за все время ни разу не посетил здесь ни Мак, ни Бургер, мне вот как-то не до этого. Вот. Я в Стамбуле 2 дня, на метро еще не катался, хотя мне, кстати, дали карту Туркиша. С помощью нее можно кататься на метро. Мне, кстати, дали в отеле Асмали Перехуду бесплатно, где я через Booking забронировал себе отель. В общем, очень интересно. Ты же наткнулся шоу и увидел атлантические медиа. Atlantic Media. Я вроде как слышал, стоит 1 или 200, это 100 или 200 лир, на рубли где-то 300-600 рублей или 700, это так примерно. Интересно. Сегодня, кстати, встретил одну девушку, она из Казани, вот, мы с ней познакомились, Полина зовут. С ней вроде как договорились, то, что мы прокатимся на Босфоре, Босфор это вот этот корабль, как я говорил, в 8 часов вечера. Вот. 150 лир все стоит, я смотрел, проверял. Вот. Это, наверное, самое такое, что надо сделать в Турции, прокатиться на Босфоре. Потому что он идет прям по всей реке под Голландским мостом. Самый длинный мост в Стамбуле. Сколько стоят напитки в Турции? Посмотреть, Кока-Кола, да, например, 45 турецких лир, то есть это 120 рублей. Примерно так же, как и в России когда-то, когда эти напитки были. Интересно очень. То, ребят, вот и наконец я добрался до первого по значению мечети. Голубая мечеть, мечеть Султан Ахмед. Это самое знаменательное место в Стамбуле. Тут вообще никого не боятся. Город. Что, ты не укусишь? Блять. А это, ребят, древнеегипетский обелиск фараона Тутмоса III. 18 династии, воздвигнутый на разделительном барьере Константинопольского ипподрома. Он, кстати, сейчас располагается здесь, именно на центральном окрестности, где и голубая мечеть, соответственно. Вот. Он был воздвигнут императором Римской империи Феодосием Великим в 390 году нашей эры. Представляете, сколько ему времени вообще? В общем, дорогие друзья, взял кукурузу, там была гриль, не была обычная, и орешки. Фундук? Каштан. Я его все фундуком называю, каштан. Честно, мне не зашло. Похож, как мне уже подсказали, так и есть, на какую-то сухую картошку. Сладкую. Вот реально. Хотя, опять же, он даже тяжело делается. Даже немножко ассоциативно на грецкий орех, но как будто безвкусный. В общем, это голубая мечеть. Мечеть Султан Ахмед. Первая по значению мечеть Стамбула. Насчитывает 6 минаретов, 4, как обычно, по сторонам. Вот их видно. А 2 чуть менее высоких на внешних углах. Считается выдающим образцом исламской мировой архитектуры. Мечеть расположена на берегу Мармарного моря в историческом центре Стамбула, в районе Султан Ахмед. По легенде, султан приказал построить стандартное количество 4 золотых минарета, но архитектор что-то напутал, построил, кстати, их 6. Вот можно здесь обратить внимание. Строительство мечети длилось 7 лет и было завершено в 1616 году, за год до смерти султана. Для строительства мечети был использован камень и мрамор. Ну, в принципе, и видно то, что здесь и камень, и мрамор, то есть именно сам пол состоит из этого. Кстати, да, название «Голубая мечеть» она получила благодаря огромному количеству белых и голубых изникских керамических образцов ручной работы, которые находятся вон там, но нам туда, наверное, не попасть. Кукуруза стоит 25 лир. Вот этот каштан невкусный.
играет какая-то, я так понимаю, это молитва, да, все-таки. В общем, тут очень-очень светло. Сама поездка, кстати, 100 лир всего стоит, вообще ни о чем, недорого. То есть 350 рублей на наши деньги. Здесь на самом деле очень шумно прям и ветер, но за счет вот этой штучки волшебной меня прекрасно слышно. Мы плывем по центральной реке Стамбула. Блин, чувствую себя гидом, если честно. Посмотрите, какая красота. This is nice place. Это, ребят, называется Босфор. Они, кстати, в разную стоимость ценовую. Вот. Мы нашли вообще за 100 лир. Мне изначально предлагали 700, потом я за 170 нашел. Смотрите, что за красота. Встретили тут чаек. Хлеб они не едят. Да, чайки летают, только их не видно. В общем, народ, чтобы вы понимали, на хлеб они не реагируют. Вон она летит. Вообще, только рыбу едят. То есть я им бросаю хлеб, кидаю туда прям вниз. Им вообще все равно, хоть отбавляй. То есть они даже не едят его. Не клюют, в общем, на хлеб. Так что, как будете на Босфоре в Стамбуле, хлеб не покупать за 20 турецких лир. В общем, проплываем Бруклинский мост. Я, кстати, заметил такую тенденцию, то что в Турции собирают крышечки. Это может быть, наверное, на память или что, я не знаю, типа для красоты. Пробуем рыбу в лаваше. Фирменное блюдо. Как у нас шаурма, фирменное блюдо Стамбула. Я взял все спайсы. Да, лука много. Да, вообще. Это, видимо, лука. Закурим коленчик. Кальян, кстати, недорогой. На наши деньги 1000 рублей. Копейки. Так что у нас. В общем, что я могу сказать по рыбе в лаваше? Рыба хорошая, прожаренная. Я так понимаю, это скумбрия, судя по всему. Очень много лука добавляют. По остроте попросил острую спайси. Сделали острую. Острота чувствуется, хотя я остроед. Вот. Стоит это все удовольствие 20 лир. Находится в красивом месте, корабле. Ну, такой как палуба. Самые гостеприимные кальянчики здесь у нас. Сами кальян не только раскуривают, но и курят его. По жизни кайфарик, твой дом на калик, девчонок катаю, девушку срываю. Да, обычно лук, рыба и лаваш. Ну еще помазали подсолнечным маслом, судя по всему. Что, Макс Бранд, спасибо за совет. Пришли посмотреть турецкие сладости. Дали продегустировать, попробовать. Первая вкуснее была. Первая была вкуснее. Кислинка. Ну что ж, ребят, надеюсь, я показал вам достойный большой полнометражный выпуск со Стамбула. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, а также писать комментарии. Мне это очень сильно поможет для продвижения канала. Всех люблю и всех обнял. Адиос.